Взлетная полоса. Каждый день сюда садятся и взлетают десятки самолетов. И в каждом самолете сотни людей. Прямо сейчас произойдет момент встреч с близкими. Это самый радостный момент для тех, кто был когда-нибудь на вокзале или в аэропорту. И этот момент – это базовая потребность человека. Позвонить, пообщаться, даже если вы не можете встретиться. И даже в тюрьме человек не может оставаться одиноким. Даже в ситуации, когда его изолируют, все равно у него есть право позвонить родным или встретиться хотя бы пару раз в год. Но есть человек, который этого права лишен. Он сейчас находится в тюрьме. И это Алексей Навальный. За 3 дня до свидания я поймал себя на том, что сижу на кухне в бараке с кружкой чая. Смотрю на пустую табуретку рядом с собой, представляя, что на ней сидит Юля. И я веду с ней мысленный разговор. Типа скажу ей это, а она мне ответит то, и тогда я пошучу это, а она засмеется. Алексей написал это в ноябре 2021 года. Последнее свидание с женой у него было в феврале 22-го. Как раз перед судом, который приговорил Навального к 9 годам. В мае 22-го у него было свидание с родителями. И с тех пор он больше не видел никого из своих близких. 14 июня 22 года Навального перевели в колонию строгого режима ИК-6 во Владимирской области. По закону ему полагалось за год 6 свиданий, 3 краткосрочных и 3 длительных. И в 20-х числах сентября он, наконец, должен был увидеться с семьей. Но 19 сентября, за 3 дня до встречи, его признали злостным нарушителем и перевели на строгие условия содержания. А встречу с родственниками просто отменили. Просто представьте, вы много месяцев не видели родных, и вот, наконец, долгожданное свидание. Вы предвкушаете, как встретитесь, как обниметесь, прокручиваете в голове, о чем будете разговаривать. И тут раз, и все это обрубается. Свидания не будет. Вам нельзя видеть своих близких. Но вообще-то сидеть на строгих условиях – это не значит совсем не видеться с родственниками. Там предусмотрены меньше свиданий, но они есть. Так что встречу перенести на ноябрь можно. А дальше можете сами угадать, что случилось в ноябре. Мать с отцом уже сумки собрали. Кто-то из детей должен был приехать. Юля. И вот до свидания 4 дня. И мне объявляют о переводе в ПКТ. А там длительных свиданий вообще нет. Так что не будет у меня больше свиданий. Администрация радостная, довольная. Угодила начальству. ПКТ – это помещение камерного типа. Почти карцер, только с незначительными послаблениями. По закону заключенные, которые содержатся в таких условиях, могут с разрешения администрации иметь в течение 6 месяцев одно краткосрочное свидание. Естественно, администрация Навальному такое разрешение до сих пор не дает. Но и это еще не все. Я пока еще ни разу не произносил самое важное слово в этом – ШИЗО. В штрафном изоляторе запрещены любые свидания и телефонные разговоры. Навальный суммарно провел в ШИЗО уже полгода. Его просто выпускают и сразу сажают снова. Что мы имеем в итоге? У Алексея Навального уже больше года не было ни одного свидания с родственниками. Телефонные звонки ему тоже запрещают, даже когда он не в ШИЗО. Остается переписка, но ручку и бумагу Алексей выдает меньше, чем на полчаса в день. Это еще одна составляющая пыток, которую для него придумал Путин. Мало того, что Навального незаконно держат в тюрьме, лишают медицинской помощи, морят голодом и специально подселяют ему в камеру больного человека, у Алексея фактически отняли право видеться с близкими. Естественно, это незаконно. Есть стандарты, международные стандарты обращения с заключенными. В правилах ООН сказано, что заключенным следует давать возможность общаться через регулярные промежутки под должным надзором с их семьями. Это положение еще от 1955 года. Есть и более свежее, свод принципов от 1988 года. Там сказано, что задержанному или находящемуся в заключении лицу предоставляется право на посещение членами семьи. Наконец, в так называемых правилах Нельсона Манделы от 2015 года
подчеркивается, что особое внимание следует уделять поддержанию и укреплению связей между заключенным и его семьей. Конечно, Алексей будет отстаивать свое право на встречу с близкими. Сейчас он подает иск против колонии номер 6 по Владимирской области и требует обеспечить его встречу с семьей. Помимо тех стандартов, которые я уже упомянул, он будет ссылаться на Конвенцию о правах ребенка, которая гарантирует детям право на воспитание своими родителями. Ведь его несовершеннолетний сын Захар уже больше года не может пообщаться с отцом. Дочери Даше уже 21, но вряд ли ей от этого сильно легче. Вообще, в совокупности со всеми условиями, в которых содержит Алексея Навального, запрет видеться с семьей можно и нужно прямо называть пытками. Прямо по Уголовному кодексу России. Там есть такая статья, 286. Алексей не прекратит бороться за свою семью, которую у него, по сути, отняли, за свою страну, которую отняли у всех нас. И мы призываем поддержать его в этой борьбе. Распространяйте информацию о том, что с ним происходит. Участвуйте в его проектах. Например, недавно Навальный объявил о запуске доброй машины «Правда». Чтобы к ней подключиться, пишите на почту antivor@navalny.com. Свободу Алексею Навальному!